Всем привет, с вами Макс и вы на канале Top Drive Games. Не так давно я представил вам видео с замерами всех автомобилей в Need for Speed Underground 2. Вам понравилась данная тематика и настало время ознакомить вас с результатами замеров в самом первом андеграунде. Приготовьте себе что-нибудь вкусненькое, ну а мы начинаем. Приятного вам просмотра. Всего в игре 20 автомобилей. Мы протестировали их в двух видах заездов. В драг-рейсинге на максимальную скорость и ускорение, и в круговых гонках преимущественно на управляемость. Тестировали как стандартный автомобиль без улучшений, так и в максимальном тюнинге. В замерах принимал участие 3 человек. Для выявления лучшего результата автомобили проверяли как с включенной системой стабилизации, так и с выключенной. Результаты получились крайне интересные. И начнем мы с замеров стоковых автомобилей в драг-рейсинге. В самом конце списка стандартных автомобилей в драг-рейсинге очутился Volkswagen Golf GTI. Его время на финише 41 секунда 62 миллисекунды. При максимальной скорости 196 км в час. Не так далеко от него уехали Mitsubishi Lancer и Honda Civic. В тройку самых быстрейших попали следующие автомобили. 3 место. Honda S2000. Она проехала прямик за 33,35 секунды. А максимальная скорость на финише составила 247 км в час. 2 место. Mazda RX-7 с отличным временем. Она уложилась в 31,54 секунды при 256 км в час. Ну и король стандартных автомобилей. 1 место. Nissan Skyline GT-R в 34-м кузове. Его рекорд 30,31 секунды. Очень уверенный и достойный результат. Со всеми результатами замеров можно ознакомиться в этой таблице. Также она будет опубликована в группе ВКонтакте. Далее мы прокачали все автомобили на максимум и снова произвели замеры без использования закиси азота. Все переключения и старт с места идеальные. И на этот раз самым медленным автомобилем, на удивление, оказалась Subaru Impreza. При скорости в 313 км в час она финишировала за 25,84 секунды. Это самый худший результат среди всех автомобилей. Ближайшие конкуренты Nissan 240 SX, Peugeot 206 и Honda Civic. Тройка лидеров немного изменилась. На 3-м месте все так же Honda S2000 с результатом 24,55 секунды и 314 км в час. На 2-м месте Mazda RX-7. Она буквально чуть быстрее Honda, 24,50 секунды, а максимальная скорость на финише 321 км в час. Это самый высокий показатель среди всех автомобилей в данной игре. 1 место. Самая быстрая машина в драг-рейсинге Toyota Supra. Чуть ли не ноздря в ноздрю финиширует со временем 24,46 секунды. При этом максимальная скорость ниже, чем у RX-7. Почти 318 км в час. Если бы трасса была длиннее, то возможно она бы потеряла позицию. Таблица получилась очень плотной по результатам. У многих автомобилей разница сотые секунды и есть даже одинаковые времена.
Со всеми результатами замеров можно ознакомиться в этой таблице. Также она будет опубликована в группе ВКонтакте. Самая интересная часть замеров. Все автомобили были протестированы на одной и той же трассе. В данных заездах использовалась автоматическая коробка передач для более точных результатов, но на самом деле это спорный вопрос. На каждой машине мы проезжали по 7 кругов и за результат брали самый быстрый круг. Особо сильно не заостряйте внимание на среднюю скорость, потому что первый круг мы привыкали к автомобилям и искали траекторию. Так же как и во втором андеграунде, у каждого автомобиля свой характер. Последнее место. Самый медленный автомобиль в Need for Speed Underground — это Volkswagen Golf GTI. Несмотря на то, что он очень понравился по управлению, ему все же не хватило динамики, и лучше его времени 1 минута 9,38 секунды. Средняя скорость 161 км в час, а максимальная 193. Немного быстрее Гольфа, Mitsubishi Lancer, Subaru Impreza и Nissan Sentra. Тройка лидеров выглядит следующим образом. Третье место. Acura Integra Type R. Идеальный по управлению автомобиль. Его лучший круг 1 минута 1,58 секунды. Средняя скорость 177 км в час, а максимальная 217. И я не удивлен, что она в тройке лидеров. Второе место. Nissan Skyline GTR. Управляется чуть хуже из-за полного привода, но из-за более мощного мотора ему удалось проехать круг за 1 минуту 49 секунды. Средняя скорость 187 км в час, а максимальная 231. Ну и лидер среди стоковых автомобилей. На первом месте Mazda RX-7. Этот японец смог выехать из 1 минуты. Его рекорд 59,61 секунды. RX-7 — это эталон управляемости в Need for Speed Underground. Также стоит обратить внимание на Acura RCX и Toyota Celica. Они показали хорошие результаты. Но самое худшее по управляемости автомобилей — это Mitsubishi Eclipse и Mitsubishi Lancer. Динамические характеристики не позволили этим японцам оказаться на последнем месте, но подвела управляемость. Со всеми результатами замеров можно ознакомиться в этой таблице. Также она будет опубликована в группе ВКонтакте. Сердца — это оценка управляемости. Чем их больше, тем круче управляется автомобиль. Ну и мы дошли до самой важной информации в замерах по андеграунду. Так же как и в драг-рейсинге, в кольцевых заездах все хуже себя проявила Subaru Impreza. Мало того, что она не едет, так она еще и не управляется. Ее результат 52,27 секунды. Средняя скорость 210 км в час, а максимальная 269. Mitsubishi Eclipse чуть быстрее Impreza, и максимальная прокачка никак не исправила его управляемость. А сейчас я назову 3 самых быстрых автомобиля в игре. Третье место. И я был в шоке от этого. Никак не ожидал в топ-3 увидеть этот автомобиль. Это Peugeot 206 с результатом 47,85 секунды. Это очень приятная по рулежке машина. Несмотря на скромную внешность, она показала очень достойный результат. Второе место. А этому автомобилю я даже не удивился. Acura Integra Type R. Как и Peugeot, она получает высшую оценку за управляемость. Acura чуть ли не на секунду быстрее Peugeot. Ее рекорд 47,1 секунды. Сейчас, я думаю, мало кто удивится. За столько времени существования игры все давно знают, что самая быстрая машина тут — это Mazda RX-7. И мы это подтвердили замерами. Она занимает первое место. Нам удалось проехать трассу за 46,73 секунды. Как и говорил ранее, это эталон управляемости.
Хочу отметить Mazda MX-5. Она также получила максимальную оценку по управляемости, но не хватило мотора, чтобы войти в топ-3. Но есть и плохие новости. Тюнинг не всегда полезен. При замерах выяснилось, что он все же испортил один автомобиль. Ford Focus в максимальной прокачке стал намного хуже управляться. Если в стоке он получил почти высший балл, то в тюнинге он вообще не заслужил даже единицы. Со всеми результатами замеров можно ознакомиться в этой таблице. Также она будет опубликована в группе ВКонтакте. Сердца — это оценка управляемости. Чем их больше, тем круче управляется автомобиль. Что по итогу? Так же как и в Need for Speed Underground 2, здесь можно пройти всю игру на одном автомобиле. Но только тут нет динотюнинга, и в большинстве исход гонки решит ваш скилл вождения. Теперь вы знаете самые худшие и самые лучшие автомобили в Need for Speed Underground. Надеюсь, данный ролик вам был интересен, и если вы решитесь перепройти игру или погонять в онлайне, то он вам поможет с выбором авто. Да, несмотря на то, что игра очень старая, мне все же было интересно сделать данную таблицу и поделиться с вами результатом. На этот ролик ушло немало времени, и самая лучшая награда для меня и для людей, кто участвовал в этих замерах, это ваш лайк. Пожалуйста, поделитесь своим мнением по поводу наших замеров в комментарии и скажите, какой ваш любимый автомобиль в этой игре. Всем огромное спасибо за просмотр, увидимся на следующих замерах. Пока-пока.